Здравствуйте, меня зовут Валентина Никешичева, это школа осознанной игры на балалайке. В этом видео я расскажу о разных стилях исполнения на балалайке, на этом замечательном и отчасти экзотичном инструменте. Мой рассказ будет не о конструктивных особенностях инструментов, а именно о музыкальных языках, о музыкальных стилях. Первый стиль наверняка вам уже знаком, это академический стиль. Он создавался для выступлений на публике, на сцене, в салонах. Это своего рода шоу. Обычно это непростая виртуозная музыка. Исполнитель часто играет в сопровождении фортепиано, гитары, оркестра. Существуют и произведения для балалайки соло. По всему миру, даже в самой России, люди думают, что это и есть народная традиционная музыка. Но это миф. К примеру, знаменитая «Калинка-малинка», русская народная песня, была написана Иваном Ларионовым в конце XIX века для любительского спектакля. Это академическое искусство, требующее действительно тяжелого труда, требующее хороших, дорогих инструментов и знаний в области теории музыки. Второй стиль игры на балалайке – традиционный. Это фольклор, устное народное творчество, передающееся от одного исполнителя к другому. Обычно наигрыши относительно несложные, и практически все они несут прикладную функцию. Они сопровождают припевки, частушки, пляску, танцы, а иногда в некоторых регионах даже драку. Этот стиль игры не требует обязательного знания теории музыки и прям уж хорошего инструмента. Обычно мы копируем такие наигрыши с видео и аудио аутентичных исполнителей, которые были записаны непосредственно в экспедициях. И третий стиль игры на балалайке – популярный. Под этим стилем я имею в виду исполнение популярной музыки различных жанров. Рок, панк, фанк, инди, иногда джаз, хотя он, конечно, ближе к академической музыке, и другие. Причем исполнение это достаточно простое. Я имею в виду аналогичное массовому исполнительству на гитаре и на укулеле. Балалайка тоже прекрасно справляется с этой функцией аккомпанемента под песни, почему бы нет? Что же ты, глупышка, не спишь?
Для того, чтобы играть в этом стиле, тоже не обязательно знать теорию музыки, не обязательно иметь дорогой хороший инструмент. В интернете полно табулатур, надо только выучить аккорды. Но я всегда говорю ученикам, что без знания основ теории музыки, даже совсем азов, невозможно быть полноценным, понимающим музыкантом. Ну вот в целом и все. 3 основные стиля на данный момент исполнения на балалайке. Конечно же, есть переходные моменты, как в любой другой классификации. Например, можно сыграть популярную музыку виртуозно и сложно. Тогда это будет переходный стиль от популярного к академическому стилю. Можно, например, взять наигрыш и переложить его, обработать в тоже, опять же, виртуозном стиле или популярном, добавив аккорды, какие-то гармонии. И тогда это тоже будет переходный от традиционного к академическому или от традиционного к популярному. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным, особенно для тех, кто только начинает учиться на балалайке и, возможно, еще даже не выбрал и не понял, какой стиль для него будет актуальным. Желаю вам успехов в освоении балалайки и до встречи!